Привет, всем арт! С вами Оля, и сегодняшний выпуск посвящен тесту акварельного скетчбука с AliExpress. Итак, что мы имеем? Это 24 страницы 300-граммовой бумаги, что является достаточно плотным. Размер я взяла 13 на 19 сантиметров. Это вполне достаточно, чтобы нарисовать небольшую иллюстрацию или даже небольшой портрет. Скетч закрывается с помощью резинки, сзади есть кармашек. Страницы двусторонние, а это значит, что вы можете нарисовать 48 рисунков. Это же супер! Ссылка на скетч будет в описании. Они доступны, насколько я помню, в нескольких цветах. Что-то вроде голубого, темно-синего и розового. Вот было у меня такое настроение в тот день, что я решила заказать розовый. Я подготовила вот такую вот иллюстрацию цветка гибискус с изящным пестиком. Это же искусство в самой природе. Так, возвращаясь к скетчбуку. Думаю, его также можно спокойно именовать как акварельный блокнот. Ведь что такое скетч? По-английски скетч это набросок, а набросок вроде как занимает около 15-20 минут и не требует прорисовки. А я все-таки стараюсь в нем рисовать как следует и намного дольше. Так что для меня это полноценный акварельный блокнот. Когда я попробовала первый раз порисовать, у меня ничего не вышло. Бумага сильно топорщилась и быстро краска ссохла. Нужно приноровиться к такой бумаге. Я сначала подумала, что меня обманули и прислали плохую бумагу за цену около 800 рублей. Я расстроилась. Но когда мы в арт-студии с преподавателем заказали всем разную бумагу с другого сайта, в том числе и китайскую Baohong, порисовав на ней разок, я поняла, что не все так-то просто. Вымыть акварель с такой бумаги довольно-таки сложно, почти нереально. Смыть часть краски с бумаги бывает необходимо, не только когда ты ошибся, а также когда необходимо сделать какой-то эффект, типа блика, или просто высветлить какую-то часть. То есть у тебя есть один шанс не испортить работу. Нужно быть аккуратным, в общем. Это свойство хорошей, плотной акварельной бумаги. И я так поняла, так учитель нам объяснил. Так вот, в этом блокноте такая же плотная, неубиваемая бумага. А если ты новичок тут, но продолжаешь смотреть это видео и оно тебе зашло, ставь лайк, подписывайся, оставляй мнение внизу. Так я буду знать, что ты со мной. В общем, лично для меня этот блокнот хорош тем, что все рисунки хранятся в одном месте под резинкой, которая как бы выравнивает листы, и во-вторых, я могу брать этот скетчбук с собой и рисовать вне дома. Твердая обложка также служит хорошей опорой, если нет стола рядом. Вот, собственно, и все плюсы. Бумагу я бы оценила на твердую 4 из 5. Теперь перейдем к моей ботанической иллюстрации. Сегодня это цветок гибискуса или розы. На ссылку фото я наткнулась в Инстаграме. Кто-то сделал фото, и оно мне ужасно понравилось. Я сделала скриншот и сохранила в папку Art Painting Ideas, идеи для рисования. Да, у меня есть такая папка, куда я сохраняю интересные фотореференсы или ссылки в фото, а не чужие рисунки. Чтобы потом, когда я захочу что-нибудь порисовать, я открываю папку и выбираю. Я не хочу копировать чужие нарисованные работы, вернее, я, конечно, могу это делать, но я не стану их постить. Я просто-напросто уважаю чужой труд. Я даже пытаюсь больше пользоваться именно своими фотосылками. Я считаю, что собственные оригинальные фото намного лучше в том плане, что больше ни у кого таких нет. Этот розовый нежный цветок с такими выдающимся пестиком и тычинками мне очень приглянулся. Тем более, что прошлым летом я видела похожее около своего дома в клумбе. В общем, мне, конечно, нравится познавать, рисовать цветы, так как, думаю, это немного сложно. Особенно эти изгибы лепестков и листья на стебле. Что касается построения моего цветка, на этот раз я не переводила контур, а попробовала нарисовать карандашом, то есть построить сама, глядя на фотосылку. Хочу сказать, что у меня получилось не сразу, но первое, что я сделала, это нарисовала овал цветка, так как мы смотрим на него в перспективе, то часть цветка, которая ближе к нам, она будет больше, а дальние лепестки будут меньше и завернутые. Я также приобрела пару книг «Ботанические портреты» Билли Шоуэлл, чтобы лучше понять принцип рисования цветов.
пока исследую информацию. Еще я заметила, даже в этой книге, да, есть как составить композиции цветов, но что насчет фонов? Почему нет законченной работы с точки зрения полной художественной работы? И многие так и рисуют в Инстаграме или на Ютубе. Рисуют один цветок или много, но без фона. Это что-то вроде иллюстрации. Да, такая иллюстрация хороша для определенных целей. Я читаю, например, что светлый цветок можно отлично выделить с помощью более темного фона, тогда он заиграет красками, нежели чем рисовать идеальный цветок на белом фоне, прорисовывая каждую жилку. Это лично мое мнение. Но если вернуться к книге, у нее изначально была такая задача, чтобы именно эту прорисовку и показать, построение каждого лепестка и так далее. Так что, думаю, эта книга замечательное руководство к созданию цветов. Итак, если вы немного устали от моих размышлений, хочу поделиться с вами моим прекрасным весенним настроением и спеть вам кусочек песни, которая называется Life is a Flower. Цветок — это жизнь, если вы не прочь. Live in a free world, a whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Life is a flower, so precious in your hand, carry on smiling, and the world will smile with you. А это был мой обзор скетчбука с AliExpress и художественные размышления. Видео понравилось? Ставь палец вверх, подписывайся на мой канал, жми колокольчик и жди новых видео. Пока-пока!